Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Увидела в интернете схему, и все. Ночь не ем, день не сплю. Надо шить. Легко, просто и эффектно. Для работы возьмем 16 квадратов ткани 10 на 10 сантиметров. Разложим их в творческом беспорядке. Раскладка 4 на 4. Сшивать будем сразу все детали вертикальными колонками. Сначала соединим вместе детали первой и второй колонки, потом третьей и четвертой. При работе за швейной машинкой строчку делаем крепкой, мелкой. Цвет ниток нейтральный, серый. Детали шьем гирляндой, одну за другой. Никаких промежутков не делаем. Отшитые детали разворачиваем, тщательно расправляем швы. И сразу надо проутюжить. Когда готовы две гирлянды, соединяем их между собой. И смотрите, какая интересная конструкция у нас получается. Все держится на нитках, на соединительных швах. Нам остается только прошить по горизонтали. Готовое полотно тщательно проутюживаем, подтягиваем и расправляем все швы. После этого намечаем 2 диагонали и разрезаем по ним наше полотно. А дальше уже ловкость рук и никакого мошенничества. Из одного большого квадрата получаем 2 маленьких. И узор у них уже расположен не прямо, а под углом 45 градусов. Нам остается только сшить эти детали. Дальнейшая работа с этими заготовками может быть любой. Можно нашить много таких деталей и соединить их в одно большое полотно, или в стык, или через полоски вспомогательной нейтральной ткани. Мы попробуем сделать вариант с рамкой. Со всех сторон обошьем светлыми полосками шириной 5 сантиметров. А дальше используем очень интересный прием – квадрат в квадрате. Для продолжения возьмем кусок ткани такого же размера, как и лоскутная заготовка. У меня это 31 на 31 сантиметр. Сложим их лицом к лицу и прошьем по периметру. Потом наметим диагонали и разрежем по ним 1 слой ткани. Смотрите, как все красиво и оригинально получилось. Размер 42 на 42 сантиметра. Здесь я использовала темную ткань, но можно попробовать разные варианты. Такой блок хорошо смотрится и один. А теперь представьте большое полотно, сшитое из множества таких деталей. Очень интересно и необычно. Но мы сейчас сразу же сделаем готовые изделия, чтобы не копить НЛО, незаконченные лоскутные объекты. Для начала мы их простегаем с уплотнителем. Сначала сколем их вместе английскими булавками и наметим линии стежки. При стежке самое главное, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся самодельным приставным столиком. Стежку сделаем самую простую, в шов, прямой строчкой. Сначала прошьем центральные линии, а затем уже можно сделать и фигурные строчки.
Самое простое — изогнутыми линиями прошить лепестки. Линии стежки лучше видно с изнаночной стороны. Всю заготовку надо тщательно промерить и подровнять, отрезать лишнюю ткань. Готовые детали сложим вместе, лицом к лицу, и прошьем по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. У прошитой заготовки подвернем углы и вывернем нашу подушку. Остается только ее набить и зашить оставшиеся отверстия. Получилась прекрасная декоративная подушечка. Яркая, нарядная, веселая. Как раз для детской комнаты. Пусть ребенок по ней изучает цвета. Чем еще интересно лоскутное шитье? Оно развивает пространственное воображение. Попробуй-ка разгадай, как вы его сшили, если ни один треугольник специально не выкраивали. И еще загадка. Как расположить ткани, чтобы после разрезания и сшивания не оказались рядом одинаковые? Здесь уже думать надо. Не все так просто, как кажется. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. У нас там самое доброжелательное общение, все единомышленники. Жду вас всех на площадке Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает мой канал на Бусти. Там сейчас самые свежие, новые, в хорошем качестве и без рекламы мастер-классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!